Мне нравится украшать входную дверь праздничными веночками. И для их основы не обязательно покупать дорогущие каркасы. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Каркас делается очень просто. Мне понадобятся тонкие веточки березы, а для декоративного эффекта добавлю ветки ивы. Сначала скручиваю в кольцо несколько березовых веток, определяясь с размером, а затем постепенно вплетаю остальные ветки. Срезанный конец заправляю между ветками кольца и обкручиваю ими получающийся веночек. Добавляю веток столько, чтобы получить нужный мне объем кольца. Вместо березы можно использовать любые подходящие ветки деревьев. Главное, чтобы они не были сухими и ломкими. Очень красиво смотрятся основы из виноградной лозы, например, из девичьего винограда. Итак, у меня получилось кольцо диаметром около 40 сантиметров. А теперь я добавляю ветки ивы. Они имеют контрастный, светлый оттенок по отношению к темным березовым веточкам. И в итоге получается декоративный эффект, который подчеркивает структуру переплетающихся веток. Сначала ветки ивы я заплетаю в одну сторону, а затем в противоположную. Получилось вот так. Теперь я добавляю ветки ивы потолще, располагая их таким образом, чтобы они, во-первых, немного заполняли внутреннее пустое пространство кольца, а во-вторых, не были затянуты и свободно обвивались вокруг основания. Получился вот такой каркас. И теперь я украшу получившийся веночек искусственными цветами и веточками. Эти тюльпаны я сделала сама. Они с фоамирана, и если вам интересно, как их можно сделать, ссылку на это видео вы найдете в описании к этому ролику. Также буду использовать веточки, которые когда-то покупала в Fix Price. Точнее, в них мне нужны будут только соцветия бутонов. Тюльпаны располагаю с левой стороны венка. Концы стеблей прочно заправляю между веток. Дополнительно можно их привязать проволокой.
А на правой стороне веночка располагаю бутоны. Здесь мне было проще их приклеить на термоклей. В декоре также использую стабилизированный мох, который распределяю по правой стороне веночка между соцветиями. Чтобы веночек можно было подвесить, взяла джутовую ленту шириной 2,5 см. Ленту просто подвязываю на веночек. Также из этой ленты делаю небольшой бантик, который приклеиваю на ленту подвес. Если вы хотите придать веночку какой-то тематический акцент, например, пасхальный, можно использовать различные фигурки. Их достаточно просто подвесить на венок. Я уважаю все хорошие традиции людей, живущих в этом многогранном мире. И если мне это близко, то что-то пропускаю через себя, оставляя как часть уже своей культуры. Всем желаю мира и спокойствия, как в душе, так и в окружающем. Буду рада вашим лайкам и комментариям, они очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.